дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре начало апреля 2020 года. Карантин по коронавирусу. Но это не повод грустить. Это повод занять свои мысли и руки и вместе со мной сделать вот такую милую вазу-мисочку, которая уже многим полюбилась. Итак, начинаем. Материалы, которые необходимы нам для работы. Как всегда, рабочий клей полимерный, у меня это клей Атлет, универсальный. Переливаю в баночку поменьше, во флакон поменьше, вот из-под хлоргексидина. Такие ножнички, секатор, удобные в работе. Сам джут бежевый, можно добавить белый. Стразы. Можно также, как я обычно использую, стеклянные марблсы в центре. Но в этот раз мне захотелось использовать вот такие стразики блестящие. И, естественно, основа, на которую мы будем наносить рисунок. У меня это такая тарелка глубокая. Можно использовать любую миску, которая вам понравится, но глубокую, естественно. Здесь у меня еще немножко такой загнутый край получился. Рисунок я нанесла прямо на миску. Значит, измеряем окружность донышка и окружность краев. Делим на равные части. Вот у меня получилось, не надо мельчить сильно, но и не надо делать крупные. Хотя можно там из 3 крупных частей сделать. У меня это получилось 6 равных частей, такой средней величины. На одной части я вот нанесла такой рисунок, прямо на миску. И покрыла его прозрачным скотчем, этот рисунок. И теперь по нему можно выкладывать все, что угодно, накладывать клей и, соответственно, джут. Что мы сейчас и будем делать. Но сначала мы сделаем донышко. Итак, приступаем. Полоска из 3 ниточек, которой мы сейчас окутаем вот это сердечко. Дадим клею засохнуть. По краю донышка мы проложим кольцо из джута, которое соединит донцы и стенки. Втираем клей досуха. Для тех, кто смотрит впервые, я хочу показать, как делать полоску из джута, ленточку из ниток. Берете сколько нужно вам. Вот у меня в данном случае необходима ленточка из 3 ниток. Я их укладываю на файл, смазываю клеем, втираю клей в ниточку. Когда он подсыхает, снимаю с файла. И вот таким образом выравниваю. Вот получается лента. Она может быть из большего количества ниточки. И теперь нам понадобится как раз такая лента. Сердечко немножко смазываем клеем, чтобы оно никуда не съехало. Укладываем в центр донышка. И теперь будем укладывать ленту 8-ками. Но у меня сердечко, поэтому задача более сложная. Проще, конечно, когда форма круглая. Поэтому может немножко рисунок быть не ровным, не однородным.
Чтобы было проще, возьмите лучше круглый марблс. Вот такими восьмерочками в местах соединения смазываем клеем. Мы укладываем нитку. Не лишним будет иметь какие-то щипчики, чтобы не делать это руками. Вот так вы в несколько раз сильнее сожмете между собой нитку, и она будет крепче держаться. Все места соединения смазываем клеем. В центре петелька должна быть поменьше, к краю пошире. Только тогда вы сможете уложить ее по кругу. И, конечно, выравниваем. Стараемся, чтобы петли выглядели аккуратно и ровно. Когда кончится ленточка, делаем еще одну как-то и постараемся как можно более незаметней соединить их между собой и продолжить укладывать по кругу в форме восьмерок. Вот видите, получается отлично. И так делаем все донышко. Вот вы видите, донышко готово. Я уже сняла его с основы. Это делается легко, поддевается чем-то плоским, и все легко снимается, когда клей застынет. Мы его убираем и приступаем к основному рисунку. Использовать мы будем как раз вот эту часть, передвигая постепенно. Ну, сейчас, в общем, я все покажу. Нам нужна лента из 2 ниточек, чтобы границы между рисунком, между повторяющимся рисунком были отделены. Можно отрезать с небольшим запасом, потом лишнее тоже обрезаем. И так начинаем выкладывать рисунок. С другой стороны мы уложим джут точно так же. А сейчас я покажу, как сделать вот эти завиточки. Край ниточки должен быть смазан клеем обязательно. И вот таким образом навьем ее на палочку.
для шашлыка. Ну или что у вас там есть. Допустим, отвертка или шило. Делаем рисунок в зеркальном отражении с правой стороны и укладываем второй слой ниточки. Почему нельзя сделать сразу из ленты в 2 нитки? Она будет топорщиться, ее будет сложно уложить плавно по изгибам тарелки. Вот одна из частей готова, и мы ее снимаем с основы. Дальше мы снятую деталь крепим. Ну, мне вот удобнее с левой части, вы можете с правой, как удобно вам. Вот таким образом. И делаем еще одну. И так повторяем, чтобы у нас получилось 6 частей, которые мы впоследствии соединим между собой и с донышком. Вот готовы все 6 частей. Я 5 уже соединила, осталась вот последняя. Чтобы было вам наглядно это. Пусть совпадет с рисунком. Вот так. И можно уже посадить донышко. Выберите ту часть, где вам больше нравится, чтобы она была внутрь. Прижимаем все крепко. И еще сейчас, когда клей схватится, немножко обведем джутом, чтобы скрепить донышко и стенки нашей вазы. Вот смотрите, какая прелесть получается. Здесь я обвила еще два раза обвила вокруг донца, скрепила стеночки и донышко. Вот что получается. И чтобы было прочнее соединение между частями, вы можете еще вот так сделать полоски
из 2 ниточек и вот таким образом закрепить. И снизу также можно сделать. Но когда вы покроете еще лаком ПВА, вернее клеем ПВА, а сверху лаком акриловым, будет очень прочно. Но это тоже будет не лишним. Вот таким образом. Вот эти торчащие боковые части можно вот так отрезать. Вот уже наше чудо готово. Практически готово. Осталось только стразиками украсить. Какие у вас есть, вот мне захотелось розовенькими, украшайте в любом месте. Итак, что у нас получилось? Вот такая замечательная вазочка. Обязательно пропитайте ее клеем ПВА пополам с водой и покройте акриловым лаком. И она будет очень прочной.